Максим жил в небольшой деревне на окраине страны. С самого рождения он мечтал стать дальнобойщиком. Увлекаясь рассказами своего отца о приключениях и путешествиях по дальним дорогам, он чувствовал в себе призвание к этой профессии. Несмотря на то, что в деревне большинство людей занимались сельским хозяйством, Максим решил следовать своей мечте. Когда Максим закончил школу, он отправился в техникум на специальность водителя. Он усердно учился, старался усваивать все тонкости вождения и получать необходимые навыки. И, наконец, после окончания техникума и получения прав, Максим мог спокойно устроиться на работу дальнобойщиком. Годы прошли, и Максим с каждым днем все больше преуспевал в своей профессии. Он проезжал тысячи километров, побывал во многих уголках страны, встретил множество людей и познал множество новых вещей. Он был счастлив, ведь его мечта сбылась. Спустя 2 года после начала работы дальнобойщиком, Максим получил свой первый заказ на загрузку в Хабаровск. Это была большая ответственность, но он был готов к этому вызову. Уже сама мысль о том, что он отправится в такой дальний город, наполнила его сердце радостью и волнением. Путь до Хабаровска был долгим и утомительным, но Максим не жаловался. Он наслаждался каждым моментом, провожая часы за рулем своего грузовика. Он любил ощущать свободу и бесконечность дороги, которая пролегала перед ним. Однако судьба имела свои злые планы. Посередине пути у Максима лопнуло колесо. Он остановился на обочине, чтобы исправить поломку и продолжить свой путь. Но внезапно к нему подошли хулиганы. Они были голодными и безжалостными. Они начали требовать деньги у Максима и угрожать ему, что, если он не даст им денег, они его убьют. Максим почувствовал, как страх охватывает его сердце. Он был один против нескольких хулиганов, и ему было ясно, что он не может справиться с ними в одиночку. Его мечта, его жизнь висела на волоске. Но тут, словно из ниоткуда, появились волки. Они выскочили из леса и набросились на хулиганов. Волки были быстрыми, ловкими и сильными. Они сражались с хулиганами и отгоняли их от Максима. Максим остался в изумлении. Он наблюдал, как волки сражаются за его жизнь, как они защищают его от опасности. Он не мог поверить своим глазам. Наконец, хулиганы были вынуждены отступить, и Максим остался один с волками. Он благодарил волков и понимал, что именно они стали его спасителями. Затем Максим сел в свой грузовик и продолжил свой путь в Хабаровск. Его сердце было наполнено благодарностью и удивлением. Он понял, что его мечта стала реальностью не только благодаря его стремлению и труду, но и благодаря силе природы. Прибыв в Хабаровск, Максим успешно завершил свою работу и вернулся домой. Он рассказал всем в деревне о своих приключениях и о том, как волки спасли его от хулиганов. Жители деревни восхитились его историей и прозвали его Максим Волкодав. С тех пор Максим продолжал свою работу дальнобойщика, но он никогда не забывал о волках, которые спасли его жизнь. Он стал посвящать часть своего времени и ресурсов на помощь и защиту диких животных. Он понял, что волки были его надежными союзниками и друзьями, и он всегда был им благодарен за то, что они сделали для него. Так закончилась история Максима, мужчины, который с самого рождения мечтал стать дальнобойщиком. Он преодолел множество преград и испытаний, но благодаря своей мечте, упорству и помощи волков, он смог осуществить свою мечту. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.